Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я с вами хочу поделиться рецептом очень вкусного и нежного шоколадного пирога с творожной начинкой. Для начала приготовим тесто. Для этого взбиваем вместе 2 яйца и 150 грамм сахара. К яйцам добавляем 200 грамм сливочного масла либо маргарина. Я мелко измельчила ножом, можно просто натереть на крупной терке. И немножко вот так перетираем, чтобы получить более-менее однородную массу. Далее к этой смеси добавляем 1 чайную ложку пищевой соды, гашеной ложечкой уксуса. Добавляем 2 столовые ложки какао и постепенно всыпаем 500 грамм муки и начинаем замешивать тесто. Сначала можно при помощи ложки либо вилки, далее приступаем к замесу руками. Муку лучше всыпать, как я уже говорила, постепенно, так проще регулировать ее количество, так как мука у всех разная. И смотреть консистенцию теста. Тесто должно собираться в шар, но при этом оставаться очень мягким и эластичным. Когда тесто готово, его необходимо разделить на 2 равные части, завернуть в пакетик либо пищевую пленку и положить в морозилку на 60 минут. Можно делать пирог с вечера, сделать вечером тесто и положить на ночь в холодильник, если у вас не очень много времени. Так тоже очень удобно и комфортно делать. Пока тесто охлаждается, можно приготовить творожную начинку. Для этого смешиваем 1 кг творога, 220 грамм сахара, 3 яйца, 100 грамм размягченного сливочного масла и добавляем в конце 2 столовые ложки крахмала. У меня здесь кукурузный крахмал, поэтому я добавила чуть больше, где-то 3 ложки. Если крахмал картофельный, его понадобится немножко меньше. И по желанию можно добавить немножко ванилина, либо ванильного сахара. И все хорошо перемешиваем в однородную массу. Если хотите получить массу без крупинок, тогда лучше перетереть все это при помощи блендера. Форму, в которой будем готовить пирог, хорошо необходимо смазать сливочным маслом. Смазываем дно и обязательно края, чтобы пирог не прилипал и потом хорошо вынимался из формы. Берем 1 часть замерзшего теста и натираем на крупной терке. Натертое тесто распределяем по всей форме, заполняем все дно и наверх выкладываем творожную начинку. Начинка получается очень нежная и воздушная. Даже просто я ее перемешала ложкой, и впоследствии у меня крупинок особо и не чувствовалось. Главное брать хороший, жирный, качественный творог. Все хорошо разравниваем по всей поверхности. И далее натираем наверх вторую половинку теста. Также натираем на крупной терке и разравниваем по всей поверхности, чтобы равномерно тесто у нас по всей верхушке разошлось. После приготовления пирог необходимо полностью остудить обязательно, чтобы он легче нарезался. Можно даже поставить на небольшое время остывший пирог в холодильник где-нибудь на часик, чтобы творожная начинка схватилась и тоже хорошо все резалось и не рассыпалось. Когда пирог сформирован, ставим его в разогретую до 180 градусов духовку
на 60 минут. За это время пирог хорошо пропекается, он немножко поднимается во время выпечки, становится воздушным, но потом, когда достанете из духовки, он немножко осядет. Не пугайтесь, это так и должно быть. После приготовления пирог хорошо, как я уже говорила, остужаем и нарезаем на порционные кусочки. Не забудьте подписаться на канал, делитесь своими впечатлениями в комментариях. До новых встреч, приятного аппетита и не бойтесь экспериментов на кухне.